2 года назад я посмотрела документальный фильм о маленькой Даше, которая на тот момент уже 5 лет боролась со страшной болезнью. С тех пор я слежу за жизнью девочки, сопереживаю, и сегодня хочу поделиться с вами ее историей. Даша пошла в садик в 3 года. Никаких серьезных проблем со здоровьем у ребенка не было, даже простуды были для нее редкостью. Но в тот страшный день Даша почувствовала тошноту, у нее закружилась голова и малышка потеряла сознание. Экстренная госпитализация, ряд обследований и страшный вердикт – опухоль головного мозга. Лечение назначили сразу. Врачи сказали маме, что ее дочь могла не дожить до следующей недели. Но маленькую Дашу вовремя прооперировали, а затем она стойко выдержала положенные курсы химии и радиотерапии. Но полностью от опухоли избавиться не удавалось, врачи больше ничем не могли помочь, и мама Ольги решилась ехать в Германию на дополнительную консультацию. Немецкие врачи подтвердили, операция в Минске была проведена идеально, настолько, насколько это было возможно, учитывая большие размеры опухоли. Но они могут предложить сильную химию, после которой будет возможна еще одна операция. И это сработало. После получения химии новыми препаратами семья вернулась в Минскую больницу, где было проведено еще 2 сложнейшие операции, по результатам которых удалось удалить опухоль полностью. Даша смогла выйти в ремиссию. Оле больше всего в жизни хотелось, чтобы болезнь больше никогда не возвращалась к ее дочери. Даша восстановилась после лечения, пошла в 1 класс, посещала спортивные секции и ничем не отличалась от других детей. Но рак вернулся. Тошнота, слабость. Мама Дарьи медлить не стала, отвела девочку на МРТ раньше, чем планировалось. Обследование подтвердило рецидив, и Оля вместе с Дашей вновь поехали к минским нейрохирургам. Врачи не отказали в операции, но вновь удалено было только часть образования. В этот раз Дашу ожидала борьба не только с болезнью, но и с послеоперационными осложнениями. Сильный отек мозга, несколько дней реанимации, ИВЛ, установка трахеостомы, неврологические нарушения. Ей заново пришлось учиться есть, дышать, ходить. Но Дарья мужественная, смелая, очень стойкая. Она смогла справиться и с этими испытаниями. Но основной враг еще не побежден. Блестяще проведенные нейрохирургами операции спасли Даше жизнь. Но по дальнейшему лечению таких опухолей хороших специалистов не было, как и эффективных лекарств. Оля вновь была вынуждена объявить сбор средств и договариваться с зарубежными клиниками. В этот раз больница в Швейцарии дала согласие на лечение девочки. Предварительная сумма за услуги – 150 тысяч евро. Сбор шел очень трудно и медленно, но Оле удалось собрать необходимую сумму и пройти нужные обследования, которые помогли подобрать максимально эффективный химиопрепарат. Таблетированную химию Даша принимала больше года. Динамика все это время была положительной, самочувствие хорошим и надежда на ремиссию вполне реальные. С тех пор, как Дашина жизнь едва не оборвалась, прошло 7 лет. Дарья оказалась настоящим бойцом, и теперь она не сомневается, что скоро болезнь уйдет из ее жизни навсегда. Дашуль, кто же к нам сейчас присоединится? Не знаю. Так. Кто-то присоединился. Машут тебе ручками. Дашуль, видишь?